Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептом очень вкусного варенья из вишни, без косточек. Варенье из разряда «все смешал» и готово. Проще рецепта я еще не встречала. Вишню хорошо промыть под проточной водой, чтобы смыть лишний мусор, листики, букашек, веточки и плодоножки. Итак, вишню хорошо промыли. Теперь приступаем к самому увлекательному занятию – удалению косточек. Я буду удалять косточки вот таким всем известным приспособлением из нашего советского прошлого. Правда, его пришлось немного доработать. Муж немного рассверлил отверстие, потому что вишня у меня довольно крупная и косточки застревали в заводском отверстии. Учтите, что при удалении косточек вишня пустит сок. И я рекомендую проделывать эту процедуру в перчатках, иначе руки будут сине-зеленого цвета. Итак, косточки удалили. Теперь перекладываем вишню в подходящую емкость. Учтите, что посуда должна быть эмалированная, чтобы избежать окисления. Я беру сахара и вишни 1 к 1. На 5 кг вишни добавляю 5 кг сахара. Хорошо все аккуратно перемешиваю снизу вверх, чтобы весь сахар равномерно распределился и вишня начала пускать сок. Оставляем кастрюлю с вишней на 3 дня в прохладном месте. Каждый день периодически содержимое кастрюли перемешиваем несколько раз, чтобы сахар, оседающий на дне, растворялся и вишня давала сока как можно больше. Заметьте, воды я не добавляю от слова совсем. Итак, перемешали вишню с сахаром. Теперь накрываем кастрюлю крышкой и оставляем в таком виде в прохладном месте на 3 дня, каждый день перемешивая. Вот так выглядит наша вишня на второй день. Посмотрите, как много сока она пустила. Но и сахара на дне осталось еще довольно-таки большое количество, поэтому интенсивно перемешиваем ложкой вишню, поднимая сахар со дна, для того, чтобы он скорее растворялся. И не забываем проделывать данную манипуляцию несколько раз в день. Вишня славится тем, что в ней представлен широкий список витаминов и минералов, хотя она и не является рекордсменом по содержанию какого-то конкретного вещества. А витамины группы А и С я уже говорила в прошлом видео. Немало в вишне и витамины группы В, а также различных минералов, калия, фосфора, магния и железа. Кислый вкус ягод придают разнообразные органические кислоты, а красную окраску вишни придают антоцианы, которые являются антиоксидантами. Итак, настал 3-й день. Еще раз хорошо перемешиваем вишню. Посмотрите, сколько вишня отдала нам сока. Сахар полностью растворился. Теперь мы ставим кастрюлю с вишней на плиту на средний огонь и периодически помешивая доводим ее до кипения. После того, как вишня закипит, варим ее 10-15 минут, стараясь максимально собрать всю образующуюся пенку на поверхности варенья. Известно влияние вишни и вишневого сока на сердце и сосуды. Витамины ПП вместе с аскорбиновой кислотой положительно влияют на сосуды, увеличивая их проницаемость, а кумарины в составе ягод участвуют в регулировании процесса свертывания, предупреждая образование тромбов и разжижая кровь. Итак, наша вишня прокипела около 15 минут. Мы максимально собрали пенку с поверхности варенья. Теперь, не снимая кастрюли с огня, аккуратно разливаем кипящее варенье в чисто подготовленные баночки. Баночки я заранее помыла и пропарила, крышки прокипятила пару минут. Заливаем варенье до краев баночки и тут же закатываем крышки. Закатанные баночки с вареньем переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом до полного остывания. Когда баночки с вареньем остынут, убираем их на хранение в подвал или в любое другое прохладное место.
Приготовьте варенье из вишни таким способом, и я уверена, что вы будете готовить вишневое варенье так постоянно. Не надо часами стоять у плиты в ожидании, когда же вскипит вишня, а затем ждать ее остывания и снова кипятить. И так несколько раз на дню, как делают многие. Этот рецепт гораздо проще. Все смешал и готово. Попробуйте и вы приготовить вишневое варенье без косточки таким способом, и я уверена, что вам не захочется готовить это варенье по-другому, потому что проще рецепта я не встречала. Ну а если вы знаете рецепт проще, поделитесь им со мной в комментариях, я обязательно посмотрю и попробую. Варенье получается изумительное, вкусное, ароматное, прекрасно хранится до следующего сезона. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья!